Здорово, ребята, это Сид. Как вы уже, наверное, догадались, нам сделали, я не побоюсь этого слова, царский подгон. Наши комрады из Ростова, небезызвестная фирма Чернига Роуз, подогнали нам вот такие шаберы. Шаберы добротные. Это длинный шабер 400 мм. Как видите, на них установлены такие универсальные прижимы, которые позволяют зажимать как стандартные шаберные пластины, тоненькие, так и бесформенные ковырялки, типа такой, или даже резцовые пластины. Качество изготовления недоступное простым смертным. Они целиком стальные, кроме ручки. Здесь и лазерная резка, и порошковая покраска. После вот этого вот такой шабер приятно даже взять в руки. И это еще не все. Нам также запрезентовали вот такой центроискатель. Легендарная атомная ракета. Не совсем уверен в назначении вот этого штифта. Ну, походу, это используется, когда ты не можешь визуально контролировать соосность и тыкаешься вот этим штифтом. Подобные центроискатели выпускают и китайцы. Вот чем пользовался я раньше. Какой вам больше нравится? Ну и до кучи набор красок их собственного изготовления. Насколько я понимаю, это не сохнущие краски на масляной основе, потому что я тут уже измазался ими. Разметочная, быстро сохнущая краска. Давайте что-нибудь попробуем покрасить. Ну что, огонь? Огонь. Качаем стирать теперь ацетончиком. Советую сильно ей не увлекаться, потому что перепачкаетесь как черти. Сейчас пока шабрить нечего, но скоро мы вновь займемся шаублином, и тогда эти шаберы нам очень пригодятся. Ну что ж, скажем спасибо нашим комрадам и продолжим нашу имплантацию. Короче, давно уже лежали вот эти кубики. Это еще с того станка запасные остались. Я их думал применить для имплантации вот этого. Тут и чугунные есть, 45-я сталь. О, даже 9 ХС, вообще инструментальные. А они короткие, окна станины на этом станке оказывается длиннее. Все кубики короткие. Нашли на приемке вот такой квадрат 60 на 60, по-моему. Отрезали нам его газом. Сейчас будем пробовать его пилять на кубики. Есть такое подозрение, что вот эта обезьянка не возьмет этот квадрат. Красота-то какая, лепота. Лепота. Ленточной пилы категорически не хватает. Квадрат слишком большой, но другого не давали. Начнем его обдирать на токарном.
Пора заняться подготовкой станины. У этих станков с завода практически отсутствует система смазки шпиндельных подшипников, и реализовать ее проблематично из-за того, что у него попросту нету картера, то есть дна или поддона в передней бабке, и масло будет попросту вытекать. Вот еще один распространенный косяк. Рейка плохо прилегает к месту крепления, потому что на ней не сделана фаска, а угол имеет радиус от фрезы. Итак, вот голая станина. Довольно легкая. Так, 10 килограмм ровно. И сейчас нам предстоит зачистить вот эти вот все поверхности. Тут придется фрезеровать. Профрезеруем, наверное, вот этот горб. Отливается станина из двух половин. Вот видите, стык или шов. Не пролив. А вот эти внутренние поверхности, ну, кто-то пытается фрезером профрезеровать аккуратно, но это неблагодарное дело, потому что это несколько фрез в мусорное ведро, и результат непредсказуем. Боюсь, что мой маленький фрезер это не подтянет. Какие-то длинные фрезы, причем твердосплавные, можно их попросту сломать. Так что дело того не стоит, попробуем это все зачищать абразивом. Тут важный момент какой: прилегать должны вот эти вот углы. Именно они отвечают за повышение жесткости. Вот эти средние части при вставке кубиков можно вообще проваливать. Они практически не работают. Ну, работают, конечно, но главное, чтобы был контакт вот этих уголков. Уголки надо подогнать очень точно. Ну, для начала зачищаем вот этот весь мусор, землю, насколько это возможно. Справедливости ради надо сказать, что китайцы очень хорошо прогрунтовали станину. Даже после механической обработки в порах остается толстый слой краски. Нам она совершенно не нужна, потому что это ухудшает адгезию шпаклевки. И я советую все-таки заморочиться этим и хорошенько ее отмыть. Шпаклевка должна контактировать с металлом. Любой слой неметалла будет снижать эффективность имплантации. Не стоит недооценивать толщину вот этой вот литейной корки, земли и песка. Его нужно обязательно удалить. Почему нужно все это делать настолько тщательно? Дело в том, что вы это делаете один раз в жизни, раз и навсегда. И чтобы не кусать потом локти, подготовить станину нужно очень тщательно. Углы сначала обрабатываем абразивным камнем. И завершаем квадратным напильником. Будьте готовы к тому, что, скорее всего, напильник придет в негодность. Закончил подготовку станины. Все очистил. Затратил на это почти 2 дня. Особую трудность представляет очистка вот этих вот уголков. После литья они все как бы неровные, заваленные. И чтобы меньше подгонять наши кубики, пришлось повозиться с выравниванием вот этих углов. Сделал, насколько хватило терпения. Дальше нужно тщательно промерить
размеры вот этих окон. Можно пользоваться кронциркулем. Если хочется большей точности, то телескопическими нутромерами. Они имеют вот такие литейные уклоны, то есть их тоже надо будет фрезеровать. Но если лень, то можно особо не заморачиваться и сделать, фрезеровать кубики вот так вот прямо. Но я, наверное, постараюсь выфрезеровать эти углы. Если будем мерить ширину окна внизу, то есть ниже, они меньше, чем сверху. То есть тоже имеется литейный уклон. Уклон где-то составляет 1 мм. Как бы он очень небольшой. И, скорее всего, вставки, вот эти кубики придется делать все равно меньше, чтобы компенсировать вот эту шероховатость. И там есть еще одна причина, почему их надо делать в минусе, но о ней я скажу позже. Значит, тщательно промеряем каждый кубик и по ширине, и по длине. Все размеры различаются, поэтому придется подгонять каждый кубик индивидуально. И приступим к изготовлению заготовок для этих окон. Значит, заготовка очень большая, 60 на 60 квадрат. Черновую обработку будем делать на токарном станке. Значит, получились вот такие кубики. Этот маленький пойдет, он будет стоять внутри, вот в самом конце. Вот этот длинный пойдет сюда. Он почти входит уже. Этот пойдет, значит, в заднюю ногу. Кружок для заделки вот этого отверстия. Вот этот маленький пойдет сюда. Вот эти три пойдут в окна станины. И вот эта пластина толщиной 10 мм, толще я хорошей не нашел, но ее хватит для нарезки резьбы под болты М8. Эта пластина пойдет под переднюю бабку. Так, вот эти три кубика по размерам очень похожи, поэтому их нужно пронумеровать, чтобы потом при обработке не перепутать. По высоте они все одинаковые, различаются только длиной и шириной. Поэтому сейчас набьем сюда цифры, ну, по порядку, начиная от передней бабки. 1, 2, 3. Прежде чем приступить к имплантации, вклеиванию уже непосредственно кубиков в станину, хорошо бы выяснить ее оригинальную геометрию. То есть, насколько все плохо, насколько она кривая в таком свободном состоянии. Не прикрученная к основанию, без имплантации. То есть, состояние станины, геометрия до. Ну, кое-что может нам сказать вот эта широкая плоская линейка. Давайте померяем. Она, правда, кривая, но всего лишь 2 сотки. Я думаю, что станина может быть и более кривой. Давайте для начала загоним десятку. Так, десятка не лезет. Давайте 5 соточек. Так, 5 соток лезет. То есть от ноги до ноги. Эта сторона имеет вогнутость 9 соток. Так, а вот это нерабочей поверхности 6 соток. Давайте еще померяем на вот этой призме. Она шлифованная, скорее всего, за одну установку вместе со всеми остальными плоскостями. Поэтому ее можно принимать как за базу. Есть станки, у которых вот эта призма вверх вообще не шлифованная, не обработанная. Его тогда нельзя принимать в расчет. А в данном случае можно. Так, ну точно так же 6 соток имеется прогиб. То есть тут примерно десятка, здесь 5-6 соток. Но эта линейка нам ничего не говорит об извернутости, о возможной извернутости направляющих. То есть о возможном винте станины. Поэтому эту
линеечку убираем в сторону и берем мостик. Ставим на середину, и этот звук мне не нравится. Мостик играет. Для начала проверяем поверхность на возможные забоины лекальной линейкой. За кадром я уже зачистил. Если находятся забоины, то нужно их подшабрить, подшлифовать. То есть забоин нету. А тут мы имеем конкретный, причем довольно сильный, по ощущениям, винт. Мостик у нас качается. Так, ну это были оценочные суждения. Давайте сделаем некоторые измерения. Для этого нам понадобится вот такой уровень маленький. И перейдем на фрезерный станок. У него довольно приличная масса, больше 100 килограмм. И весьма плоский стол. Там наши измерения будут более точными. Так, станина установлена на столе фрезерного станка. Что удивительно, ноги, да, вот эти опоры, то есть подошвы станка, отшлифованы довольно ровно. И, как видите, практически не играют. Ну, здесь немного брякает, ну, где-то там одну сотку, может быть, брякает. Я даже не буду никак выравнивать это дело. Так, зачем мы его установили? Чтобы увеличить стабильность показаний. Хотя мы будем измерять вот таким не очень точным уровнем, 0,15 мм на метр. По крайней мере, он маленький, длина этого уровня 100 мм. И он более подходит, чем, допустим, можно было бы взять, конечно, большой уровень. Но куда такой? К тому же он очень точный, 2 сотки на метр. Тут нельзя будет шагу шагнуть. От каждого чиха он будет меняться показания. Так что берем вот этот грубый уровень, подбираем плитки, чтобы выровнять пузырек, и измеряем. Так, ну я не буду здесь мерить от нуля, минус показания, плюс показаний. Я буду считать деление, например, от нижнего. То есть нулевое, первое, второе, третье, 10, 20. 20 делений. Переставляем уровень на другую сторону. Так, ну уже можно сказать, что вот этот край станины выше некой виртуальной плоскости, а с этой стороны вот этот угол выше. То есть станина как бы закручена вот так против часовой стрелки. Одно деление, если на метр, это 0,15 мм, а здесь у нас база составляет где-то 70 мм. Нехитрые вычисления нам подскажут, какой уклон имеет уровень при данной базе. Получается, что одно деление это примерно 1/100 мм. Как мы можем исправить винт станины? Надо позаботиться об этом заранее, потому что после вклейки имплантов ее жесткость возрастет в несколько раз. И сделать это будет более трудно. Поэтому нужно позаботиться об исправлении или частичном хотя бы исправлении винта до имплантации. Измерять нужно над ногами станины, то есть над ее подошвами. Здесь и здесь. Потому что только здесь мы сможем потом притянуть к жесткому основанию и исправить в какой-то мере этот винт. Итак, измеряем. Здесь получаем, если считать снизу, 14 делений. Смотрим на нижний край пузырька. Так, а с этой стороны имеем 0. То есть уклон составляет 14 делений. То есть 14 соток. 0,14 мм. Давайте проверим это. Возьмем щуп. Ну, пусть это будет 0,15. И положим его вот сюда. Так, здесь у нас 0. Значит, и тут у нас должен получиться 0. Так, ну почти 0. Где-то минус 1 деление показывает. Потому что щуп 0,15, не 0,14. Итак, уклон, то есть винт станины составляет 0,14 мм. При исправлении надо будет подложить подкладку 0,15 мм. Ну, давайте напишем. Здесь у нас 0, а здесь 14. Ну или что то же самое, да, допустим, от некой средней виртуальной плоскости это будет минус 7. А тут будет плюс 7. От этого ничего не меняется. Некоторые особо ярые любители пошабрить тут же схватятся за шабер и, притянув станок к
допустим, к поверхностной плите начнут равнять направляющие. В этом нету никакого смысла, потому что станина настолько хлипкая, что ее можно вот так заворачивать буквально руками. И в зависимости от того, куда вы привернете, к кривому или прямому столу, у вас будет точно так же изгибаться станина. Поэтому еще один плюс вот этих жестких оснований из швеллеров, да, то, что они стабилизируют различные перекосы станины. И их можно в некоторых пределах, ее можно подправить. В принципе, по уровню выставляется любой станок, там, пусть 1К62 или там DIP 300, потому что он точно так же скручивается и играет. Ну, там выставляется на фундаменте, на клиньях, допустим, или на виброопорах. А здесь мы имеем жесткое основание типа фундамента. И с помощью подкладок или фрезерования вот этих опор, да, площадок установочных, можно точно так же исправлять этот винт или даже вогнутость, изогнутость станины в довольно широких пределах. При имплантации что происходит? Давайте перевернем. Так вот. Когда мы будем загонять туда вот эти кубики, когда мы их подгоним плотно, если они будут подогнаны слишком плотно и вы сделаете их клиновой формы, то клинообразными кубиками вы очень сильно можете деформировать станину, вы можете испортить ее, то есть изогнуть, загнуть у вас, если сейчас она вогнутая, да, то она может стать выпуклой, потому что вы силой будете их туда запихивать, заталкивать. Возможно, придется вставлять их струбциной. Это может все негативно сказаться на точности. Станину может сильно повести, поэтому это надо учитывать. Поэтому кубики делаются всегда в минусе. Они должны вставать туда свободно. Потому что еще один момент, о котором я хотел рассказать. То, что у стали наполненной шпаклевки, да, которой мы будем пользоваться, в нем намешан стальной порошок, который имеет определенную толщину. Если вы сделаете тут с точностью до микрона, когда начнете вставлять этот порошок, эти частицы металла, этого металлического порошка в эпоксидке, их как раз и начнет как бы закусывать, они начнут распирать, потому что так он у вас входил спокойно. Скоро мы измерим размер частиц, да, вот этого порошка в эпоксидке и посмотрим. Если сделать слишком плотно, этот порошок начнет тоже распирать, вы начнете его задавливать, этот кубик туда, и станину поведет непредсказуемым образом, поэтому лучше этого избежать. Я собираюсь использовать вот такую сталенаполненную шпаклевку или шпатлевку, кому как больше нравится. Это Loctite 3471. Не знаю, выпускается ли он сейчас. Я его покупал давно, но думаю, что можно найти заменитель. Настоятельно рекомендую использовать именно сталенаполненную, потому что сейчас в продаже видел много шпаклевок с алюминием. Сталенаполненная, по идее, должна дать больший эффект. Состоит из двух компонентов. Вот это светлый, как я его называю. Давайте посмотрим, что в него замесили. Закачаем в шприц немного ацетона и добавим в этот компонент, чтобы растворилась смола. Остаются чистые частицы стали. Видите, они обладают магнитными свойствами, примагничиваются к шпателю. Измерять будем штангенциркулем. Можно, конечно, микрометром, но в этом нет тоже никакого смысла, потому что частицы довольно крупные. Наносим очень тонким слоем. Можно даже стереть слой с одной из губок. И измерение показывает, что средний размер частиц 100 микрон или 0,1 мм. Частицы металла хорошо видны даже невооруженным глазом, то есть это далеко не пудра. Так, теперь давайте проверим второй компонент шпаклевки. Это темный состав, но оба состава содержат очень высокую концентрацию стальных опилок. Поэтому такую шпаклевку использую для восстановления корпусных деталей и даже трущихся частей, благодаря ее высокой износостойкости. В принципе, такую шпаклевку несложно изготовить самостоятельно из любой эпоксидной смолы и стальных опилок, желательно просеянных через сито. Итак, мы видим, что в темном компоненте используется более мелкая фракция стальных опилок. Средний размер стальных частиц составляет 40 микрон. Ну, давайте запишем эту
очень нужную информацию. Когда затолкаем туда эти кубики, затем перевернем. Надо будет здесь сделать какие-то поддержки, чтобы эти кубики попросту не вывалились. И привернем эту станину к жесткому основанию, например, к этому столу или к швеллеру. Ну, там посмотрим, я еще не решил. Нам повезло, что вот эти площадки довольно параллельны. Их фрезеровали или что-то или шлифовали, если не строгали, потому что странные следы. Ну, скорее всего, такая грубая шлифовка. К счастью, они отшлифованы довольно параллельно. То есть их можно принимать как бы за базу. То есть при установке на стол станок не болтается, не играет на них. Но когда мы скорректируем геометрию, да, мы ее завернем, скрутим маленько, эти площадки станут не параллельными, и нам надо будет их снова обработать. Хотя это как бы не принципиально, можно обработать ответную часть швеллера, да, которым, но лучше их снова сделать параллельными. Вот такие проблемы как бы нам подкинула жизнь. А на этом месте, ребятки, я предлагаю на сегодня припарковаться. Дальше предстоит долгая и нудная подгонка кубиков на фрезерном станке. И чтобы вас не утомлять и не оставлять надолго без видео, я выкладываю этот видос, а в следующем мы немного пофрезеруем и начнем уже вклеивать импланты в станину. И посмотрим, что получится. Изначально по этой теме планировалось как бы 2 видео всего. Но, как видите, тема обширная, много нюансов хочется осветить. А чтобы не пропустить новые видео по этой теме, подписывайтесь на канал и жмите колокол.